Я решил стать очень модным монтером киевского метрополитена, облаченным в спецодежду питерского метрополитена. Наши любимые викинги перевалили за 20 миллионов игроков. И вот что странно, почему ты еще не играешь с нами? Ведь сила этой игры заключается в полной свободе действий. Хочешь покорять мир дипломатией, хочешь строить неприступный город с мощнейшей экономикой, ну или просто зовешь друзей, собираешь армию и разносишь вражеские королевства, что тоже весело. Я лично за экономическое благополучие, а ты? В общем, все, кто помнит те самые стратегии РПГ из 90-х и 2000-х, точно залипнут в викингов. Качая игру по моим линкам в описании к видео, вы получите 200 голды и бесплатный щит. Разве не круто? Халява! В общем, вперед! Всем привет, с вами МШ и ребята. За мной стоит двое человек, Сенч и оператор Серафим, за что им скажем отдельное спасибо. И сегодня мы с ними и заодно с вами посетим заброшенные тоннели киевского метрополитена, в народе именуемые консервой. Мы уже забросились внутрь и сейчас пойдем осматривать их. Ну а вам, для того, чтобы вы поняли, как все это получилось, предлагаю посмотреть небольшую информационную вставку в том стиле, в котором я люблю делать. Поехали! Заброшенные тоннели метрополитена всегда привлекали меня своей историей. Ведь подземное строительство – весьма дорогостоящее занятие, и должна быть веская причина для того, чтобы забросить даже 100 метров уже пройденного тоннеля. Тем не менее, в летописи метростроения на постсоветском пространстве, а также за рубежом, такие истории встречаются не раз. На начало 2018 года я отснял видео про заброшенные тоннели и станции в Киеве, Санкт-Петербурге и Париже. Возможно, в будущем прибавятся новые города, ну а пока что мы продолжаем изучать киевский метрополитен. Я уже рассказывал про недостроенную станцию Львовская Брама, а сегодня нас ждет прогулка по заброшенным тоннелям на киевском жаргоне, именуемым консервой. Название консерва – это сленговое сокращение слова «законсервированный». Официально в метрополитене такие оставленные законсервированные тоннели называются бросовыми. Несмотря на то, что слово «консерва» можно применить ко многим заброшкам, в диггерской среде оно означает конкретное место в конкретном городе. Это бывший перегон университет Крещатик киевского метрополитена. Как же он появился? Обратимся к тому, что вы так сильно любите, к истории и технике. При проектировании линий метрополитена стараются смотреть в будущее и оставляют заделы для строительства переходов на другие линии, вторых выходов на поверхность и так далее. Грубо говоря, под заделом в метростроении понимается комплекс конструкций или инженерных решений, примыкающих к действующему участку метрополитена, с которых начнется строительство, или же оно примкнет, или просто позволит провести или облегчить эту самую стройку. Как пример, фотография задела для строительства второго выхода на поверхность станции метро «Международная» в Санкт-Петербурге. Когда начнут строительство, как минимум не надо будет перекрывать полстанции, чтобы произвести сопряжение действующего и вновь строящегося участка. А вот так выглядит задел под строительство станции в уже действующем тоннеле. Отрезок тоннеля, без уклонов и кривых. Второй тоннель при этом идет параллельно и находится на том расстоянии от первого, которое позволит строить сюда платформы, центральный зал, блок служебных помещений и наклонный ход. Касаемо Киева, еще в 40-х годах при проектировании будущих линий предполагалось, что третья линия метро будет пересекать первую в районе станции метро «Университет», где и планировалось сделать пересадку. Но уже во время непосредственного проектирования третьей линии в конце 70-х ее изначально планируемая трассировка была изменена, и пересечение этой линии с первой проходило так далеко от станции «Университет», что потребовалось бы сделать сильную петлю, чтобы подобраться ближе. Соседняя станция Крещатик тоже не подходила, так как уже на тот момент была перегружена, и подключение третьей линии погрузило бы ее в ступор. И тогда приняли оригинальное решение, а именно построить на перегоне Университет Крещатик еще одну станцию, которая станет пересадочной на строящуюся третью линию. Реализовано это было следующим образом. Южнее вышеупомянутого перегона была построена станция Театральная. Были построены тоннели, которые примыкали к действующему перегону, но не соединялись с ним. Эдакое омское метро из одной изолированной станции. В 1987 году перегон Университет Крещатик был закрыт, после чего была осуществлена врезка примыкающих тоннелей. При этом линия функционировала, просто была располовинена. Закрыт перегон был полгода. После врезки и окончания всех наладочных работ 6 ноября 1987 года Театральная была открыта. Спустя 2 года, когда открыли движение по третьей линии, она стала пересадочной на станции Золотые ворота.
С Золотыми воротами связан еще один интересный эпизод, коснувшийся старых тоннелей. Дело в том, что эта станция в плане пересекает бросовые тоннели, а по высоте находится практически в одном уровне с ними. Если точнее, она чуть ниже, но ее центральный зал, имея больший диаметр по сравнению с боковыми станционными тоннелями, подрезает старые тоннели снизу. Для сохранения жесткости конструкции этих тоннелей было сделано железобетонное усиление участка, подрезаемого вновь построенной станцией. Мы его увидим в видео. Как уже понятно из рассказа выше, старые перегонные тоннели, оставшиеся между точками врезки, оставили. Их не стали забутовывать, а реализовали на их основе вентиляцию действующих перегонов. Со временем часть ненужного оборудования была демонтирована, но тоннели остались, и это главное, ведь их можно посетить и посмотреть на них вживую, что вам и предлагаю сделать со мной в этом видео. Погнали! Буквально вот за этой решеткой проезжают поезда метрополитена, а мы оказались с вами в одном из бросовых тоннелей, так называемых. Но сейчас с вами перейдем в другой и пойдем шляться. Да, парни? О, стесняются немножко. На соседний брошенный перегон ведет такая вот высокая сбоечка. Сейчас по ней идем. Сверху немножечко кабла, какие-то трубы и такая вот дверка. Лишний раз дверки мы дергать не будем, но, судя по всему, там ничего такого интересного нету. Проходим с вами на путь. Когда-то здесь шли поезда. Давайте с вами сейчас пройдем немножко вдаль. Здесь мы еще пока видим остатки шпал, а дальше шпалы выдраны по причине того, что в одно из жарких лет, если я не ошибаюсь, 2012 года, началось рассыхание шпал на открытых участках киевского метро из-за жары, и из-за бедности киевского метрополитена он был вынужден вырвать эти шпалы из этих бросовых тоннелей. Теперь они находятся там, а здесь мы видим немножечко изуродованное путевое вот это вот полотно. Лоток путевой. Немножечко не распиленный еще кабель. Я так понимаю, что периодически сюда местные жители под названием монтеры заходят и подпиливают себе на пиво, на проживание кабло, ибо алюминий и медь котируются всегда. Ну и как раз видны снятые оплетки от кабеля, подтверждающие верность моих слов. Как видите, кстати, тоннель уходит довольно-таки далеко, так что прогулка наша будет долгой. Ну, моя будет долгая, а у вас на видео, конечно, покороче. Первая дверь, в которую мы пришли, скрывает за собой ОДП-2, так называемую. Вы увидите надпись по центру экрана. Это переводится как общая дренажная перекачка. Находится в самой нижней точке тоннеля. Здесь мы видим трубы, ну, точнее такие вот закладки, которые сделаны в дренажном лотке. Вся поступающая в тоннель вода притекает в эту самую нижнюю точку тоннеля и утекает в так называемый зумф. Не буду ничего ломать, ничего смотреть, там может быть и до чего стоять. Там под этими вот насосами находится яма, грубо говоря, тот самый зумф, куда притекает вся вода. Включается насос и начинает ее откачивать уже непосредственно в городскую ливневую канализацию. Ну или не ливневую канализацию, это уже не суть важно. То есть это глубинные насосы, которые поднимают воду на большую высоту. Таким образом осуществляется откачка вод из тоннеля. В каждом перегоне находится такая одна общая дренажная перекачка. Ну, их может в зависимости от профиля быть и больше, а может быть еще и на станции стоять, так называемые местные дренажные перекачки, и шифруются они уже аббревиатурой МДП. Как видим, раньше здесь шел контактный рельс, поэтому есть приступочка, чтобы работники службы МС, которые выходили из помещения ОДП, могли перешагнуть контактный рельс и уже спокойненько по банкетке вот этой бетонной приступочки пойти, куда им заблагорассудится, сесть в поезд или пойти прогуляться по тоннелю. Это так, романтичненько прогуляться, хотя работникам метрополитена эти тоннели уже приелись. Один из заброшенных санузлов перегона. Ну, на самом деле, там ничего интересного, но так как это для меня ничего интересного, а вам, естественно, интересно посмотреть, что из себя представляет санузел метрополитеновский. Санузлы-то они все, конечно, одинаковые. Давайте я вам покажу. Вход идет с обеих перегонов брошенных. Ну и что? Разделение на мужскую и женскую часть. Ничего такого экстраординарного. Обычные очки. Сели на корточки и пошли делать дело. Тут, видимо, кто-то сделал так, что аж засорилось немножко. Ну, видимо, нефиг гайками срать. Внизу туалета находится приямок, откуда насосами также откачиваются эти фекальные нечистоты в городскую канализацию. Ну, вот, в принципе, весь туалет. Мужской и женский вход с обоих перегонов.
А теперь мы с вами поднимемся и пройдем над станцией метро «Золотые ворота». Ребята, я поставил специально, чтобы можно было понять, на какую высоту нам придется подняться. То есть тоннели станции «Золотые ворота» как бы подрезают брошенные тоннели этого перегона. И поэтому он залит бетоном, усилен, сделано такое усиление, как будто бетонная балка положена. Ну и теперь мы с вами поднимемся наверх. Все, спасибо моей модели. Пойдем наверх. Здесь мы ведем себя немножко тихо, потому что я сейчас вам покажу один интересный момент. Вообще, на самом деле, вот если даже не знать, это трудно представить, что сейчас я иду практически по головам у пассажиров станции «Золотые ворота». Сейчас где-то подо мной идут красотки-киевляночки, мужики, парни, юноши, бабушки, девочки, в общем, все жители города Киева, которые пользуются этой станцией. Ну и вот, пройдя совсем чуть-чуть, мы уже подходим, пересекаем станцию перпендикулярно и подходим к спуску. Аналогичному спуску, такой же, как был подъем. Но здесь есть один нюансик. И сейчас я этот нюансик высвечу. Вот он уже слабо виднеется в центре экрана. Мы подходим к нему. Возможно, если бы я приехал сюда спустя год, я бы уже не смог посетить тоннели консервы, потому что здесь сделали бы музей. Сейчас идет работа по созданию выхода с станции метро «Золотые ворота» сюда, в бросовый тоннель. Туда можно уйти, но там находятся объемники, и поэтому мы с вами туда соваться не будем, иначе мы однозначно спалимся. Там могут быть монтеры, поэтому проходим тихо и уходим дальше. Аккуратно, аккуратно уходим дальше, не гремя. Кстати, остатки кронштейна крепления контактного рельса. Спустя 100 метров мы подходим к очередной решетке, за которой скрывается вентсбойка. Вентсбойка представляет из себя соединение двух тоннелей, в котором находится вот такой вот вентилятор. Это на случай режима гражданской обороны для обеспечения перетока воздуха с одного тоннеля в другой. В гражданское время, как правило, вентсбойки эти не используются и служат только для прохода рабочих с одного пути на другой. А за вентсбойкой находится затвор. Заблокированный навечно, а может быть и не навечно, может быть, когда музей сделают, решат показать, как он работает народу, хотя это, в принципе, считается спецобъектом. Такой вот затворище купейного типа. Сейчас применяются другого плана затворы, которые открываются, закрываются как дверца, но данному затвору не грозит быть открытым, потому что он надежно заварен вот такой металлической трубой. С другой стороны, можно ее отворить, все очистить и запустить, было бы желание. Главное, чтобы он потом открылся. Снизу виднеются остатки уплотнения, герметизации рельс. То есть рельсы тоже нужно герметизировать, и этим занимаются отдельные элементы вот этой металлоконструкции. Так выглядит затвор с обратной стороны. Я с фотоаппаратом нахожусь внутри ниши, откуда он выезжает и где находится в положении открыто, как, например, сейчас. Выглядит металлоконструкция весьма эффектно. В качестве бонуса вы видите действующий затвор такого же типа из метро Санкт-Петербурга, установленный на перегоне Технологический институт Фрунзенская. С обеих сторон гермы видны входы. Это кабельный коллектор и по совместительству людской проход, который закрывается на две маленькие гермодверки, давая возможность шлюзования при закрытом положении основной гермы. Также видны остатки светофора МК металлоконструкции, который показывает, даже я правильно сказал, МК-16, металлоконструкция номер 16, который горит либо красным, либо желтым в противошерстном направлении, то есть против входа показывает, что затвор либо открыт, либо закрыт. Когда затвор открыт, это желтый свет, когда затвор закрыт, это красный свет. И вдали что-то гудит. На самом деле все вполне тут понятно и очевидно. Гудит вентсбойка. Точнее, не вентсбойка, а гудит вентилятор. Вентилятор довольно старый. Подшипники гудят. И выглядит все это довольно-таки хардкорненько. Находятся шкафы управления, и за этим всем делом находится вентиляционная шахта. А мы сейчас... мы пойдем дальше. Перед тем, как мы дойдем до конца этого тоннеля, я покажу вам еще одну вентсбойку, то есть соединение между тоннелями для перетока воздуха. Еще одну, потому что их тут две. Одна вентсбойка находится с одной стороны гермы,
Это просто соединение перегонных тоннелей с вентилятором в ней. Мы ее только что в видео видели. Спустя 100 метров мы подходим к очередной решетке, за которой скрывается вентсбойка. Вторая вентсбойка с другой стороны гермы более интересна. Как видно на карте, к ней подходит вент-подходняк от вентиляционного ствола. То есть воздух в случае работы вентиляторов на приток через вент-киоск попадает в ствол, оттуда по вент-подходнику в старый перегонный тоннель. Далее по вентсбойке во второй перегонный тоннель консервы, а после этого по вент-тоннелю уже к новым перегонным тоннелям. Перейдем от карты к видео. Для лучшей ясности я оставил карту в углу экрана. Там же видно, куда направлена камера. Итак, перед вами сейчас вент-агрегат в подходнике к стволу. Шумит, конечно, знатно. Теперь я вынимаю камеру из решетки и поворачиваю ее в ту сторону, куда мы направлялись. Камера поворачивается влево. Логично, что отсюда мы пришли. Как раз видна герма. Начинаю пятиться назад по вентсбойке. Отлично виден старый вент-агрегат, который обеспечивает воздухообмен между тоннелями. Он нужен на случай использования метрополитена как убежища. В обычное время он не задействован, и воздух из вент-шахты гонится за счет вентиляторов, подобных тому шумящему. Если развернуть фотоаппарат на 180 градусов, видны ступеньки. Это выход во второй тоннель консервы, а вдали влево уходит новый вент-тоннель к вновь построенному перегону. И вот в видео я поднимаюсь по ступенькам и оказываюсь в соседнем старом перегонном тоннеле. Здесь мы еще будем на обратном пути. Надеюсь, не запутал. А теперь давайте перенесемся с вами в то место, куда шли изначально, в конец одного из тоннелей консервы. Пройдя несколько сотен метров после вент-агрегата, уперлись в такую вот решетку, которая запирается на незакрытую дверь. Здесь уже целые школы, и даже виден немножечко кусок пути. Того пути, по которому несколько десятков лет назад ездили поезда. Давайте с вами пройдем до самой забудовки, что ли. Коснемся и пойдем обратно по другому пути, посмотрим еще всякие ништяки здесь. Красота. Здесь очень красиво, очень вкусно пахнет криозотом. Тем самым материалом, которым пропитывают шпалы. Ну и в принципе все. Да, ну все, надеюсь, здесь дошла нет. Насос находится, который откачивает воду из этой тоже, наверное, низкой точки тоннеля. Вот, как видите, сделана нижняя точка, и насос периодически включается и откачивает эту воду по датчику, расположенному здесь. А также присутствует схема питания всего этого дела. Схема довольно-таки простая. Выключатель, шкаф управления насосом, насос, электромеханическая служба, покинутый тоннель СТП-10. Ну что ж, господа, мы прогулялись по этому тоннелю, немножко вернулись назад. И сейчас по сбойке перейдем на соседний путь, посмотрим, такой же он или нет. И еще я вам покажу очень интересную такую темку, на фоне которой фоткаются все местные. Ребята пошли куда-то не туда, видимо, не поняли, что я хочу. Ну ладно, сейчас я уйду, и они поймут. Кстати, видны следы деятельности местных работяг. А может быть, также и кого-то из диггерков, которые сюда заползают, дабы наживиться. Ну, я это, честно говоря, не понимаю. Мне проще заработать обычным путем. И я больше за как-то так, легальненько. А тоннели для меня больше представляют такой интерес исторический. Вторая забудовка располагается немножко ближе. Вот здесь раньше продолжался тоннель. Была сделана переборка на новые тоннели. Ну и вот все. Переборка тоннелей называется момент, когда изменяет его трассировку. То есть он шел как-то в одном месте, начинает идти в другом месте, и нужно обеспечить сопряжение старого и нового тоннеля. Тогда делают переборку и, грубо говоря, закрывают старый тоннель, забутовывают пробочкой, и получается вот такая вот забутовка. Простите за тавтологию, ребята. Ладно, идем по другому пути. 62-й пикет. Продолжаем наш путь по консерве. Киев метрополитен. Кстати, тоннель выполнен в чугунине, и год изготовления тюбингов 1956 год. Тогда эти тюбинги были отлиты и привезены сюда. Итак, господа, мы сейчас пришли с вами вот от того конца тоннеля к вентсбойке, которая соединяет этот тоннель, смежный, по которому мы шли с вами с самого начала, и тот самый гудящий, свистящий Карлсон. Я включил рабочее освещение вот этими выключателями, и теперь тут стало немножечко светлее и комфортней. И мы с вами сейчас пойдем в ту сбойку, где обычно все фотографируются. Хотя тут по-прежнему нету освещения. Незадача. Ну что ж, господа, включим освещение еще и в этой сбойке.
Что-то написано: уходя, выключи свет. Давайте включим освещение. Чпонг. Замечательно. Стало немножечко комфортней. Go-go! И за поворотом идет длинный подходняк. Одно из каноничных мест консервы – это такое вот изменение тюбингов вентоподходника с блоков на чугунину и подъем кабелей наверх. Такое чувство, что здесь хотели сделать раскрытие какого-то проема, уходящего либо в эту сторону, либо в эту сторону. То есть чугунину потом бы сняли секциями и увели какой-нибудь блок. Но этого не срослось, и в итоге есть вот такой вот задел. Поднимаются немножко кабели. Идут по своду. Давайте с вами дойдем до конца вентоподходника, и я вам покажу, что там находится. В конце подходника находится решетка, закрытая на сувальный замок, а за ней буквально там уже метров в 7 находится действующий перегон метрополитена. Сейчас там скоро пойдет поезд. Пожалуй, отойдем пока что, чтобы нас машинист не увидел, и заснимем, когда он пройдет. Ну что ж, господа, в принципе, вот и вся консерва. 2 пути заброшенных, несколько сбоев между ними, пара санузлов, дренажная перекачка, забутовки по 4 концам тоннеля и такой вот вентоподходничок с интересным каблом, с заделом под раскрытие проема. Сейчас мы немножко еще пофотодрочим и будем выбрасываться. Выброска прошла успешно, и нас никто не принял. И я считаю это успехом. Надеюсь, видео вам понравилось, и мы увидимся с вами в следующих роликах. Подписывайтесь на канал. С вами был МШ. До новых встреч. Пока-пока.